Всем доброго дня. Друзья мои, хочу снять небольшой ролик, но очень полезный. На тему того, почему не нужно бояться. И почему говорят, что когда ты чего-то боишься, ты это притягиваешь. И что то, что боишься потерять, ты это потеряешь. Почему так происходит? Мы сейчас откидываем в сторону сбор Гавваха и то, что ты раскрываешь свое сердце перед врагом и просишь долгой жизни и здоровья тому, кого ты любишь, и чья потеря тебе причинит боль, и именно его у тебя и забирают. Чтобы ты питала этой болью определенные темные силы. Мы сейчас не об этом говорим, потому что не все люди набожные, не все там молятся. А есть просто человек, который чего-то боится, и это что-то приходит в его жизнь. 3 очень известные, испытанные веками причины, по которой это происходит. Это не новость, но навряд ли вы это слышали более подробно и в одном месте. Вот сейчас я вам объясню. Первое. Считается, что куда мы направляем свои мысли, туда мы направляем всю свою энергию, жизненную силу. Мы убираем сопротивляемость мира, потому что мы об этом постоянно думаем, и мир уже не может сопротивляться нашему желанию и мыслям. В конце концов, это происходит. Значит, мы создаем такой некий невидимый шар, туда внедряем наши мысли, определенные страхи, и вот создаем такое вот ментальное тело. Наши страхи становятся реальностью. Они обретают силу, обретают такое энергетическое тело. Мы все время думаем об этом. Мы думаем о том, как бы это ни случилось, что будет, если случится, как я потом буду. Ну вот, например, женщина боится потерять мужа. И все время, вот если он меня предаст, если он изменит, если он уйдет, что я буду делать? Если вдруг он там придет в один день и скажет, я от тебя ухожу. Что мне делать? Начинает ходить по всяким гадалкам, тем самым усиливает это, потому что на мужчин гадать нельзя, прогадаешь его. Начинает подозревать, копаться в телефоне, устраивать скандалы. В конце концов, случается именно то, чего она боялась. Почему? Потому что она создала этот шар невидимый, туда начала направлять все свои мысли, всю свою жизненную силу, энергию и прочее. И этот шар обрел силу, и эта мысль, и этот страх стали реальными. Поэтому то, чего вы боитесь, то придет в вашу жизнь, это реальность. Не думайте об этом. Мы, конечно, живые организмы, мы не можем вообще не думать ни о чем. Совсем ничего не боится только сумасшедший. Да, мы должны быть осторожны, понимать, принимать меры, но одержимо об этом думать день и ночь, довести себя до нервного срыва и в конце концов, взяв всю нашу жизненную силу, поменявшись с нами местами, можно сказать, потому что этот страх становится нами, он становится такой же сильный, как мы были раньше, и приходит в нашу жизнь исполнять то, о чем мы думали. Это первый вариант. Второе. Мы притягиваем не только то, чего боимся, а еще то, что мы сможем перетерпеть. Вот если наша психика способна перетерпеть, не знаю, пьющего мужа, безденежье. Мы сможем перетерпеть, мы в детстве это терпели, у нас отец был такой. Мы еще раз перетерпим это, нам не страшно, мы уже все уловки, все эти возможности, лазейки знаем, поэтому это может спокойно приходить в нашу жизнь, мы это пройдем. И постоянно думая о том, что, извиняюсь, что если в случае чего я сделаю то, это, все, я пройду. Ничего страшного, даже это будет не страшно, меня не сломить. Все нормально, вроде бы вот
Если вдруг это случится, я же смогу, да, смогу, уже не раз было. Мы это можем перетерпеть, мы своему сознанию, подсознанию даем указание. Можешь привести спокойно, все, я перетерплю. Вот, например, звонит вам сын. Мам, могу гостей привезти, у нас есть что покушать? Ты говоришь, да, пусть приходят, сынок, все нормально, там приготовлю, все дома есть. Вот то же самое. Страхи есть чем кормить? Да, пусть приходят, все нормально, я перетерплю, я пройду. Я и не такое проходила, у меня все отлично, получится. Все. Второй вариант. Вы притягиваете то, что можете, готовы перетерпеть, так правильно. Вы готовы это перетерпеть, и оно приходит. Как сделать? Нет, я не хочу больше жить в нищете. Я больше не хочу это терпеть. Я не буду так жить. Да, это было, я прошла, все правильно, я смогла, но больше я не хочу этого. Не то, что я не смогу, что я буду делать. Нет, я больше этого не хочу, этого не должно быть, больше не будет. Точка. Каждый раз, когда приходят такие навязчивые мысли, вы говорите, нет, больше мне этого не должно быть, не будет, я не хочу. Точка. Не боритесь с этими мыслями, не пытайтесь их гнать, не пытайтесь их крутить в голове, просто игнорируйте или говорите, то есть ставьте запрет словами, даже громко для себя. Нет, больше этого не будет, все. И третий момент. Тоже с точки зрения психологии, но оно все перемешано, понимаете, психология, ментальная, скажем, зрение человека, вот эти все мысли, подсознание, генетическая память, это все едино, просто с научной точки зрения есть психология. Если вы чего-то очень сильно боитесь, у вас постоянный стресс, потому что вы все время об этом думаете, опасаетесь, думаете, как сделать, что будет, куда я денусь, а как потом, если вдруг это случится, как я из этого всего выпутаюсь. И ваш организм, ваше подсознание находится в постоянном стрессе. Помните в детстве, когда кто-то чего-то боялся, нужно было страх лечить страхом, да, клин клином вышибается. Вот у меня сестра в детстве боялась куриц, жутко. Она как-то задавила цыпленка, не желая того, бегала, как угорелая в детстве, и нечаянно наступила, и после этого у нее был жуткий страх. Всякое, что напоминало перо, у нее начиналась истерика. И один раз мы ее схватили, когда дома никого не было, двоюродная моя сестра, и принесли курицу. У нее был ужас, она падала в обморок, орала, визжала нечеловеческим голосом, поднесли к лицу, начала кричать, визжать, что скажет родителям. Потом взяли руку насильно, положили на эту курицу, начали ласкать ее рукой. Она успокоилась. Вот в течение получаса ее страх курицы пропал. Ее постоянный стресс, потому что курицы подходили, она они ко мне идут. Вот этот постоянный стресс пропал. Находясь в постоянном стрессе, в ужасе, в страхе, все время в напряжении, плакала, кричала, она даже похудела. Мы подумали, она скоро и заболеть может. И дабы это все вытащить из нее, мы это сделали. Все, ее организм, ее разум понял, ничего страшного в этих курицах нету. Это обыкновенные живые создания, бегают, и не надо их бояться. Она отпустила этот страх. Жестоко сделали. Были детьми, думали, что так надо делать, а может и правильно сделали. Так вот, если вы постоянно о чем-то думаете, у вас постоянный стресс. И для того, чтобы избавить вас от стресса, все обстоятельства сложатся таким образом, даже не сознавая того подсознательно, знаете, нами руководит неосознанное или неосознанное подсознание, мы сами приведем себя к тому, что это все разоблачится, раскроется, и у нас не будет стресса. Я это поняла давно, хотя не могла это объяснить с психологической точки зрения, но я поняла, что с детства, когда говорили, что расскажут мой секрет какой-то, я шла и сама рассказывала. И там меня могли ругать, кричать, да что ты, как ты могла. Все, я заплакала, несколько дней у нас была война. И все забывали, это уже неинтересно. Я отбирала таким образом козырь у всех своих врагов, недругов, одноклассников.
Вот мне сказали, что я там кому-то дала переписать. Я не переписывала, не нуждалась в этом. Но кому-то дала переписать. Этот кто-то пошел про меня, говорил, что я скажу, что ты мне дала переписывать. Я говорю, ну это же тебе плохо. Ну и что, зато я тебе скажу. Я один раз в жизни это сделала, потому что меня достали уже вот это шантажировать, я это ненавижу. Я сделаю наоборот, не надо мне к этому сподвигать. Я пошла, сказала, что я дала этому человеку списать. Пожалуйста, не наказывайте его, накажите меня, это я виновата, я дала списать. Она сказала, я его тоже не буду наказывать, но я буду иметь в виду, больше такой не делай. Ну, меня немного поругали, и все на этом закончилось. И больше не было объекта для шантажа. То есть я таким образом резко избавляла свой мозг и свое сознание от стресса, отбирая козыри своих врагов. Хотела рассказать, я сам скажу, пройду этот момент, но я не буду делать так, как ты хочешь. Так вот, ваше неосознанное подсознание приведет вас вашими руками, вашими поступками к тому, что то, чего вы боялись, заставит вас пройти через это. Чтобы вы поняли, что это можно преодолеть, что это может закончиться, и чтобы ваш стресс вас оставил. Еще поэтому, когда вы чего-то боитесь, знайте, что вы можете это притянуть, потому что где ваши мысли, туда и ваши силы уходят. Второе, потому что вы сможете это перетерпеть, и вы готовы уже это принять, и не боитесь этого, поэтому это к вам придет. И третье, ваше подсознание, ради того, чтобы вас окончательно уже избавить от этого стресса, приведет вас туда, чего вы боитесь, чтобы вы это все испытали, прошли, и чтобы это все уже закончилось. И поэтому, когда у вас начинаются страхи, ставьте себе запрет. Не боритесь с этими мыслями, не думайте об этом, не думайте, как я буду делать. Просто скажите, этого не будет. Все. И это работает, поверьте мне. Этого не будет. Этого не будет. И все. Когда вы стараетесь делать все для того, чтобы этого не было, заранее что-то подготавливаете почву, всем говорите, что вот если услышите, что я там такое говорила, это неправда. На самом деле я хотела... Вы обращаете внимание на это еще больше. И вы получите обратный эффект. Этого не будет. А если вас чем-то шантажирует, лучше пойти, один раз это все сказать, высказать, открыть эти карты, и будь что будет, избавить себя от стресса. Поверьте мне, становится очень легко. Вы становитесь хозяином положения. Вы рулите, вы диктуете условия. Теперь вы здесь важный, главный, а не он, кто имел над тобой компромат какой-то. На тебя или над тобой власть. Закрепим в памяти. Первое. Мы можем призывать в свою жизнь то, чего мы боимся, потому что мы даем силу этим страхам, постоянно думая об этом. Мы можем притянуть в свою жизнь то, чего мы боимся, потому что мы готовы это перетерпеть. И мы говорим, ну, даже если случится, ну, что-нибудь, уже вы пути отхода придумали, варианты, вы уже готовы это принять. Теперь это должно прийти в вашу жизнь, чтобы все, что вы придумали, зря не ушло, чтобы не пропало добро. Весь этот план, чтобы сработал, надо, чтобы уже это все пришло. И третий вариант, когда ваше подсознание в постоянном стрессе из-за того, что может случиться то, чего вы боитесь, и вас пронесет через это, и даст вам эти испытания, чтобы вы прошли, и закончилось это все. Это как преступник в бегах, который думает, лучше пойду сдамся, отсижу и выйду, чем всю жизнь буду в бегах. Вот ваше подсознание то же самое с вами сделает. Поэтому, как только начинаются страхи, не бороться с этими мыслями, не усугубляться, не думать, просто говорить, со мной такого не будет. Неважно, с кем там что будет, у меня такого не будет. У меня не будет безденежья, у меня не будет такого. Я исправлю, я все сделаю, у меня скоро все будет хорошо. Так и случается. У меня не будет измен, у меня не будет предательства, у меня не будет провалов, у меня все будет хорошо. Это не бахвальство и не чрезмерное самомнение высокое, нет. Это вы закрываете себя от
тех сил, которые вам внушают эти страхи, потом эти страхи материализуются в вашей жизни. У меня этого не будет. У меня все будет хорошо. Вам подсказывают лярвы, духи темные, которые вокруг нас всегда находятся. Они вам шепчут через подсознание, вам передают эти страхи, чтобы вы их кормили, усилили, а потом, чтобы дальше мучились и дальше гибли из-за этих страхов, потому что вы их в конце концов призвали. Как сказал Чехов, хочешь быть счастливым, будь им. Хочешь не бояться, не бойся. Банально звучит, как тавтология, но работает. Не будет у меня такого. Точка. Я даже не буду думать, что я должна делать, если вдруг это случится. У меня этого не будет. И все. Всем удачи.